сказал, ребят, давайте играть. Планета даже не готова. Как ты изменишься за год? Надо просто сделать свою работу мне, ребятам, и все будет хорошо. В целом скучал вот по этому ощущению там соревнования, поиграть, попотеть на компетитив уровне. Ну, я знал, что я после Нового года, скорее всего, вернусь точно. Ну, не точно, но там, короче, были раздумья. Типа, я бы с кайфом, даже если бы меня никто не позвал, ездил бы на турниры с Тендином, если бы меня приглашали, конечно, и типа так. А так ничего такого нет, что я там скучал как-то сильно, такого у меня не было. Но при этом прикольно, да, вернуться, окунуться? Ну, турнир быстро проходит. Но я считаю, что если бы матчи были бы 2, было бы лучше, потому что был один матч в доте, и когда настолько сильно решают матчи, это не то, к чему мы стремимся, скажем так. Ну, короче, формат такой, что ты должен прям супер быть уверен в своих идеях, если ты приезжаешь на этот турнир, типа, потому что любой матч очень важный. Но мы вроде максимально уверены в своих идеях. Максимально. Даже вчера, если бы мы проиграли последнюю карту, мы могли бы вообще там 3-е место быть. И турнир, не самый лучший в плане там, еды, типа, все такое. Ну просто как будто все самое базовое и не не чуточку лучше, да. Именно только casual туры, короче. Игры против Heroic Extreme, драки 5 на 5, нон-стоп с 5-й минуты. Насколько это фейворит для нас? Ну, против Heroic мы, это типа casual первая официалка, немножко там раздуплялись. Ну, у нас драфт очень хороший вышел. Там просто у нас, я думаю, в моменте что-то не получилось, как-то плохо сыграли, и из-за этого начало такое было. Пронесло, короче. 4 баунти там у них было, но мы были уверены, что мы эту игру выиграем по драфту, и нас все устраивало. Вторая игра против Extreme. Имха у нас аутдрафт просто. Очень хороший драфт, у нас Ванайс фрилайна, Огрмак имбовый. Я на его просто хорошо поставил мид, и дальше у меня много спейса по карте, что делать. Все что угодно мог делать, поэтому, простой матч вышел. Пари, Котел и Баньша не самые метовые герои. Как приняли решение взять их, что не пошло в той игре? Да, на самом деле у нас просто драфт не задался. Была идея, по итогу мы в моменте понимаем, что у нас идея наша не работает. Уже на драфте не склеится. И чего берут Чена. Мы вообще с головы вылетел Чен у нас, и все, там уже сложно было спасти драфт. Потому что у них слишком имба-герои, у них инвокер, Чен, ДК. Если ты даешь этих героев сейчас в нынешнем мете, тебе очень сложно будет выигрывать. Вообще, МК в Лину это фаворит матча. Что скажешь по драфту? Все ли было по плану? Это вот все, как составляющая одного вопроса. Я считаю, что у нас хороший драфт выдался, прям очень хороший именно для нас. Просто я думаю, у нас многие вещи не получились в начале игры. Но МК в Лину, если ты все хорошо на МК делаешь, ты дроу можешь отстоять, но в Лину немножко все равно лучше будет, потому что герой такой. Я думаю, драфт нас полностью устраивал. И мы, даже вот с таким началом, я знал, что если мы затянем игру, у нас все герои качаются, и Ванек на морфе просолит точно такое. Хотя у Ванька там не сказать, что задалось. Бывает, да, я смотрел, там не пошло немного. Было ощущение, что против команд слабее с линии начинали мувы делать без страха проиграть, против более сильных составов играли вторым номером. Как это произошло и почему? Интересный вопрос, конечно. На уровне. Потому что игра против Parivision у нас изначально драфт слабее, у них топ должен быть, у них топ-фейворит. И то там, если репой посмотреть, у нас должно быть лучше всего мид. Мы могли взять некого другого героя на last pick, но у нас там времени мало осталось подумать. Не то, что времени осталось, может, я там не зафорсил другого героя. Да и с Котлом идея понравилась. С Фалькон лейнинг как будто. Просто у них драфт получше. А с Фалкон игра просто на сайдах не пошло у ребят. Там у Виталия много миспеев, такое бывает. Просто игра не пошла с самого начала. И то мы камбэкнули прям, на скилле, скажем так. Я долго-давно в целке не играл. Да мне без разницы с кем играть, на самом деле. Просто кайфую с на турике. Не пофиг вообще. Ну а если не тебе, то в комментариях. Сколько единичек у тебя в никнейме в ТикТоке после ГПК? 11, наверное. Я не знаю сколько. Пусть будет 11. 11. Там больше точно. Я считал. Там точно больше. Вот. Тогда в комментариях пишите, сколько единичек у Дани в ТикТоке после его никнейма. И, соответственно, подписывайтесь на ТикТок. Да. Вот. Давай
оценка еды? Ну, курица как будто пережаренная немножко. Ну, кого считаешь самое прикольное? У Сирени я постил, но Сирени стикеры не вышли, потому что мы не прошли. Зайди на стрим, Квитыч. Да. Мне показалось, что это ты вначале, типа. Блядь, похож, согласен? У тебя ночь 5:15, но day у тебя заканчивается раньше, значит ночь наступает еще раньше на 15 секунд. Понял? Понял? Я просто каждый цикл у тебя на 15 секунд. Дольше ночь и меньше день. Да. То есть по факту в сумме 30 за каждый промежуток 10 минут. Но при этом у тебя ночь длится дольше на 15 секунд, значит день наступает позже на 15 секунд. Блять, короче, за 10 минут у тебя... Ну давай за 10 минут повтори. За 10 минут у тебя суммарно ночи будет 10:30. 20 минута, получается, если игра начинается с ночи. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. С ночи. Ночь, день с 5. Суммарно у тебя... Ты думаешь, что 30 секунд? У тебя 5:15, ночь заканчивается, в 10:00 возвращается ночь, верно? В 10:00 заканчивается день. А потом опять начинается ночь на 5:15. 2000 years later. Ночь еще идет. Ночь длиннее дня, то есть очевидно. Смотри. Вот, еще и действует. Так. Ночь начинается с 5 минуты 15 секунды. Вот. День точнее. То есть 5 минут 16. И вот, и остается до ночи 4 минуты 44 секунды, да? Да, 4:45. Но при этом и next ночь, она начинается раньше. Поэтому да, все-таки, наверное, 30 секунд. Все-таки 30, да. Значит, не минута, а 30 секунд, да? День был бы еще меньше, на 30 секунд, да? Бля, ребят, я сейчас голову нахуй просто буду об стену. То час бы начался день. Это пиздец. А у нас стикеры? Guys, are we playing? Yeah. Okay, no problem. You will host? We are ready. Решили проблему. Они даже не знали, что у нас скрим. Они там сидят, чилят, блядь. В этом и плюс Лана. Пришел, сказал, ребят, давайте играть. По-моему, Дизоль Даггер обидел. С диффузом. ПТ диффуз. Мом, блин, нахуй. Типа замедляет диффуза, дает тычки под пассивкой? Да. Под, ну, активкой. ПТ диффуз меня отвел. После вскрытия используйте в течение 6 месяцев. Это первое применение. Ну да. Это строго достигает. Ну, так у меня, бля, килокомод за 1,5 недели заканчивается. Да? Да. На самом деле, Ваня, я ничего. Бля, Виталь, как же вот планета даже не готова вот к тому, ну, типа, как ты изменишься за год следующий. Свой год, блядь. Там нужно, я думаю, 2. Типа, просто другой человек уже, блядь, длинноволосый такой, типа, Джейсон Момоа просто будет вот этот вот, понял? Когда вам на Рияде вы сидели, вам наушники надевали, музыка играла, вам задавали вопросы, и вы отвечали, типа, не слыша вопрос, да. И ты ответил, да. Там вопрос был, покрасишь волосы зеленые, если выиграешь балкон, и ты такой, да, не слышу вопрос. Посмотрим. Да, в смысле, посмотрим, уже выиграли. Не-не-не. Можешь покрасить? Не-не-не. Через годик. Как Сумаил. Сумаист. Сейчас пару турниров зафармлю. Сегодня весной сезон буду ебать в жопу. Ой-ой-ой. И вас в том числе буду ебать в жопу. Ой-ой-ой. Ну это мы, конечно, еще посмотрим. Нас. Мы это еще посмотрим. Где-то месяц назад. И что, как дела? 3 недели. Расскажи, поделись. Да, нормально дела, чё? Кот супер ласковый, мне сразу он понравился. Он на русского голового кота похож, но я не уверен, что это именно он. Как называется? Мне показалось. Трэвис. Да ничего, живет, чё. По кайфу. Но я всегда хотел, ну, чё-то какого-то животного, типа. Он его кормит, наш СММ. Вот он пожрать очень сильно хочет. Сейчас покормлю тебя, все хорошо. Вот мой кот кушает
Да, там, я говорю, 4 или 5 кошек, котов. Ну, И почему? один меня поцарапал, пидорас. Уберу. Другие какие-то, да, типа, боятся, бегают. Но вот этот серый, он, типа, сам прям на руки прыгал. И даже когда ты его брал, он просто лежал у тебя на ногах и ничего вообще никуда не спрыгивал. Да чё, на команде играю, я так, на игре буду лаз нажму. Как в ласкатке против Фалькон. Подписывайся на ТГ, я там написал. Я не буду ТГ. Все, тогда подписывайтесь на ТГ, ладно. Давай сделаем обзор на стомату. Нет, это пиздец просто. Это даже показывать нельзя. Found the strike on two. That is a great setup. The Wukong's commander's already out with the Doom on the Tiny. He's dead, and the Alchemist has also been doomed. He's gone as well. This is looking like it could just be all over. They do have buybacks, and Bedboom no longer have their Dooms, but they're still going to be playing into an Aegis. And GPK still has Refresher, so they're still... They have to get some sort of grab here. They have to get some sort of initiation play for the buyback. TP's in, but the Beastmaster's already dead. And the Sunray's doing good damage to GPK. It looks like they might be able to take away this Aegis, force that force staff, and then get him farther out. He's fine now. A turn for Miro, hits the stun, and the Wukong's command goes out again. With the grab, the Tiny is gone. That's a dieback on him, and the bouncing damage of the Storm Spirit is demolishing the backline. It's the Alchemist with another dieback. It's all over, Cinder, and GG is called. Нет, мы их отпиздили, потом просто я могу не умирать на топ-пачке, нам просто Вован остается. Ну ты разве можешь контестить Беста? Так на МК нападет? Значит, надо давать тавером. Мы первый раз законтестили, потому что у меня была руна щита, и я там забайтил файт, ну типа, да, вы убили 3 героев, мы задефали топ. Потом я могу просто выйти, я бы и вышел. Я зашел, когда долбоеб в правые кусты. Но мне надо фулл большим кругом обходить. Да, ну надо. Я бы тебе как раз экспы еще много оставил. У тебя был бы третий, у меня второй. With the Shivas, still not spotting the little bit of Chakram action. They see the Roshan's rather low. And Chrysalis at some point in time is just going to have to commit. Uses BKB and Trico, and he can go for the Timber Saw. Jump in from no one. It can't really do much from Miro. Jumps inside the pit. Chrysalis to the pit. Grab the Aegis. No, he got the black hole on the Doom. That kills him. Dragon Knight going to come back up soon. He won't have the Dragon form, though. It's going to be interesting. What can he do in melee form? Timber Saw's almost dead. Another jump in from DM. Thought about the second black hole. Doesn't have the mana. 20 mana off. He's got it now, but TP's away instead. Denied by the Fire Blast. He'll die instead. Oh my god. And a black hole put onto the Muerta to finish things off because they cleaned a bit of house on that one. And Chrysalis' Dragon form is back up. But Pure has made the call. Tier 4's already dead. Dodges the Dragon Tail. Big damage on the Dragon Knight. And they're putting him in a position where Crystal's gonna have to fight this out with this little bit of sliver of HP with the black hole going out, but the Fire Blast stops it, and TA, he gets away.
He immediately buys back as the impetus shots from the Enchantress end up bringing him down, but now it's just Panto and Chrysalis, and Pure is running down the lane. GG is called, they are done with it, Party Vision cannot. Просто просто я не могу нахуй. Ой, блин. Сдался? Да не, я просто немного в ахуе вообще, что мы выиграли вот так. Когда Ванек, блядь, умер с рапирой, байбекается летит, мне казалось, что мы сейчас въебем просто. Я тоже так понял. Да, типа то, что Pure рапиры, типа берет, покупает, мы уже, типа, это для нас уже, ну, типа, как должное, условно. Вот. Потом, ну, типа, сказал, что во второй игре у нас был, типа, лайнинг, немного не пошло, типа, не скомбинировали спеллы. Так игра бы закончилась, типа, гораздо раньше, я сказал. Видите, у меня бая нету, 60 голды нету бая, сейчас у меня глютони прокнет девал, и я бая. Если линка ОДК, на похуй сожму, типа. Форсом нельзя БКБ сбить линку, это пиздец. Добрый вечер, с вами я, Лука, менеджер, коуч, ну или просто хороший ведущий. И сейчас мы возьмем итоги дня, интервью небольшое у Виталия Мельника. Виталий, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, Виталий, вот в очередной раз команда Bad Boom Team выходит в финал, обыграв Пари 2-0. В целом, что скажешь по сегодняшней серии? Были две, ну, достаточно такие потные игры, которые решались на волоске. Вообще, как оценишь оппонента? Как оценишь себя, игру своей команды? Расскажи впечатления по каждой из карт. Да, что сказать. Ну, враг играл очень хорошо, на самом деле, даже лучше нас. Многие моменты, но мы, на самом деле, как-то на скилле, что ли, смогли выиграть обе карты. Типа, я играл, ну, посредственно, конечно. Не прям доволен своей игрой, но Тима протащил, как обычно. На турнире Данек протащил. Ну и, кстати, Матюха на доме, особенно в первой игре, 1-9 выиграл. Ну, давай как раз по очереди. Первая игра. Какие были вообще ожидания от нашего драфта? Что пошло так, что пошло не так? Может быть, оппонент что-то в драфте удивил? Бля, что было в первой игре? Потом был камбэк. Я вспомнил. Ну, у них алхимик. Сначала взяли алхимика, когда у нас есть дум, типа, закрывающий. Но они осознанно это, видимо, пошли и посчитали, что выиграют. Мы взяли просто дума, типа. Ну, считали, что для нас фаворит игра, что сказать. Но... Бля, сейчас, какой там был знакомый ван был? На тени. Ван на тени, демон на бесте. Да. Что сказать, да, ну, они хорошо играют в начале игры, типа мидгейм. От вана, типа от мида. Было тяжело играть. Не прямо у нас пошло в первой игре в начале. По драфту, да что. Но мы удивились, очевидно, там, что они алхимика берут, когда у нас есть дом на закрывающий. Мы взяли дом. Верили, что всегда выиграем, если что, эту игру, даже если не пойдет. По второй игре. Вообще, что скажешь? Был момент интересный очень с Бэтрайдером, где он жмет блинкаут. Ну, правда, не на большой рейндж, и ты просто его забираешь обратно. В этот момент, я потом на трансляции тебе могу показать, у Нуны было очень удивленное лицо. Ну что, ну он там нажал на low range блинк, да? Ну, я уже успел нажать лосо в него, типа, ну, и меня герой что-то нажал лосо и не бей. Потому что у меня линза, кстати. Секретный билд через линзу в Enigma, чтобы если сейчас сбивать блэкхол. База. А вообще в целом нервозно было вот играть эту игру, учитывая, что были рапиры, были выпадения рапира. В какой-то момент ты был с рапирой вообще, вот, ну, в целом, что скажешь? Ну, вообще, мы испугались в игре в один момент очень сильно, когда я очень плохо вывез челов. Форс нажал не в ту сторону, потому что у меня закончился Firefly. И Ванек закоммитился и умер с рапиры и летит с байбека на аванпост. Я тогда думал, что мы сейчас проиграем игру просто. Но Данек там на скилле как-то выжил, развернулся, убил челов. И мы завернули рапиру. Было, ну, довольно опасно. Казалось, что проиграем, поэтому, ну, да, нервозно. Да, две игры были нервозные, чем, ну, враг хорошо играл. Ты тоже отлично играл, кстати, я хочу вот сказать. Не сказал бы. Почему? Ну, в плане. Не сказал бы, что это...
Не сказал бы, что это достойный уровень вообще. Ну, завтра впереди финальная игра. Игра против Extreme либо Тундра. Давай перейдем к этому. С кем бы ты хотел встретиться в финале? И почему? И какие у тебя предикты на данную серию? Сейчас мы уже записываем это после того, как Тундра идет 1-0. Да. Честно, я бы с Extreme хотел сыграть, потому что с ними у нас менее личная игра. А против Тундра так или иначе. Против Егора играть, это будет личная игра. Поэтому я за игру с меньшим количеством прежера для команды. Против Extreme. Но при этом это будет историческая хуйня. Ну, понятно, я видел, что это будет историческая хуйня. Типа, наконец-то кто-то выиграет с первый лан, либо мы, либо Егор. Ну и как ты говорил в начале про поводу Данилек протащил. Вообще, что скажешь по перформансу начинающего тиктокера именно на этом турнире? Вообще, как-то комфортно, некомфортно, скучал, не скучал? Неплохо, он играет для тиктокера на самом деле в Dota. Да, очевидно, я скучал по Даньку, хоть прошло сколько, 2 месяца. Лучший статин, который ты только можешь найти. Поэтому что сказать? Я, кстати, нашел. Респект тебе тогда за это. Но было несложно искать, если честно. Да, с Даньком всегда по кайфу. Мы на добром с Даньком всегда были, как бы здесь все люди в этой команде, его давно знаем, я с ним почти всю карьеру играю, поэтому что сказать. А сказать надо то, что с нами был Виталий Мельник, я ваш корреспондент Лукаша. Это не конец ролика, но лайки вам надо поставить прямо сейчас. Продолжаем наш влог. Какой это твой финал? По счету? Где-то 6-й, наверное, финал, что-то такое. Ну, с этой командой именно финал лана 2-й. С онлайн, ну, с этой командой финал миллионника, 2 Dream League, 4-й, наверное. Или нет, или да, да, блять, короче, 4-й, 5-й, 6-й. В комментариях напишите. Надо просто сделать свою работу мне, ребятам, и все будет хорошо. Нету какого-то там нереального предвкушения. Вот с Фальконами в Бирмингеме очень было предвкушение. Там мурашки по коже, у меня там чуть ли не слезы на глазах были, когда ребята на сцену выходили, что вот он, я в финале. Влад говорит, короче, блядь, занес собой. А як, если будет вайп брать дома, всегда готов сыграть. Похуй. Meanwhile, 33, GPK goes back to try and deal with the base right now, while 33 is going to pop his BKB. He's got TP. Miro, he is going to drop the RP for him. This is a kill, certainly worth it. He still has Shapeshift coming up in a second. Can he Shapeshift run for it? Not a chance. Not with the Jet Shot coming over. And meanwhile, Pure is fighting out with the Pugna right now. Quickly blows up Whitemud. Can he deal with the Morphling? It seems like it, as Tundra 3 versus 1 had to back away from the Aegis of the Pure, and he runs down the Lina with ease. Now he's hitting the tier 4s right in front of them. 2 members are up on the side of Tundra, and they can do nothing about BetBoom demolishing their buildings. A fish there from Miro. Soxa couldn't stop him in time. As the silence, but GG is... Виталь, у нас катка начинается с того, что сидишь ты, ноешь на лотусе, типа секунд 5, и потом на Wisdom Rune 20. Потом, блядь, а почему ты не хайпуешь, блядь, с того, что 3 пули ебанутые? 20 урона. Там я в него попал. And just more than likely finish off this game. No buyback on Morph. Tundra. They had a game plan that took a while to come online, and we were worried that the Morph was just going to be able to close it out. But that was not the case at all for them. They can go for Megas, they can go for the throne. Tundra have plenty of options here to be able to even out the series.
Buyback from Katomi, buyback from GPK. No buyback available for the other two cores. And with the throne now exposed, I think Tundra knows his game is theirs to win. The side goes out with the Orchid, but they can't finish off Lorinov thanks to the Aesthetics cap. They hit him with a Fire Blast multicast. That's nice. They've got so many heroes to get through, and all they had to do is focus on the building instead they want. Soxa hits a beautiful skewer to close it out. GG is going to be... У нас даже преимущества не было особо. У них висаж ебанул огромный просто. Да, но у нас морф огромный. А чел вывозит ДНХ со скьювера в миде, как я понял, с инвиза. Забирает нам мид-тавер на 13-й минуте. Что, вот у нас есть блин. Могли ли мы первыми действия сделать, нажать смог под этого пака в миде? Возможно. Be a buyback now on the Beastmaster as well. GPK does have the Aegis. That's why he's playing so aggressive right now. Stun put onto Lion. Soxa in some trouble. No Force Staff, no Ghost Scepter, no chance for Aurora. He's being chain stunned. He's dead as well. That's a dieback. Nightfall, he can't do it alone, but all of his disables are gone. How does he put the damage? Bet Boom, they're just going straight for the throne. They're taking out this game. It's gonna be a 2-1 for Bet Boom. Вот у него два пса стоят в одной точке, считай, на топ-рауне. Он поставил мою 3. Да. А потом он поставил опс в 3. Блядь, я на такого лоха ебаного выжил. Ебать, он инновационный рор в земляную панду даже жмет, чтобы тебя сразу заберстить. Ну это нормально, он меня еще убивал. Ну да. Я еще здесь не должен жать вообще, Вайтмон сделал килл, и Урса, и короче поэтому в боте Урсы фаст сапог, и они уже нас в боте, мы не можем ничего с ним сделать. To the fountain, a roll in, magnetized, put it on the Lorna, buyback, snowball. Nice pickup from Soxa. Doesn't get Lorinov out of here. They have the vision, the Deadbot out, and he is gone. 5 dead inside the base, and Bet Boom might have just made the most emphatic victory team fight we've seen in this whole entire series to close it out. Was that a 6-0 fight or 7-0? Yeah, it was something like that. AR gonna take down the tier 4s. Tundra are just not gonna be back up in time, I think. Zinnerin, this is looking like it's gonna be a 3-1 for Bet Boom. They've wanted a trophy for so long, and all they need to do is attack a tower for 10 seconds and then attack the throne for 20. Let's see if they can do it. The only man standing in their way, a 2-time TI winner.